Друзья, всем привет! Это Team Spirit. И сегодня мы немножко лучше узнаем наших новых игроков. Сатаник и Руя. Поговорим о жизни, о киберспорте и о многом другом. Погнали! Начнем, наверное, ребят, с вашего детства, да? Базовая тема, базовый вопрос. Как вообще началось ваше знакомство с Дотой? Почему выбрали именно эту игру? Кто вас познакомил с этой игрой? Ну, меня брат познакомил просто. Я танки онлайн играл. Вот меня брат познакомил, я играю в доту теперь. Ну, как это было? Он такой: о, смотри, вот тут игра есть прикольная. Да, так и было. Твой брат говорил мне в интервью, что у вас было 2 компа, и ты первое время вообще не играл в доту, ты просто смотрел, как он играет. Не, у нас был 1 комп только. А, ну вот. И ты просто смотрел, как он играет. Ну да. У нас 3 брата было, все играли в доту. Ну и по очереди играли. А в какой момент ты стал лучше них играть? Как это произошло? Ну как? Ну просто талант. Таланта побольше, ну типа ничего не поделать. Ну, у меня на самом деле тоже брат. У меня есть старший брат. Я долго в детстве сидел, просто смотрел, как он играет, там, Warcraft. Вот я первый раз зашел, там, с ботами очень долго играл. Потом он меня откалибровал на 4000. Он тебя откалибровал, за тебя. Тбущенный чувак. Так. У меня был тогда высокий рейтинг. Я не решался с людьми играть, чтобы не руинить. Я там с ботами тоже очень время долго играл. Кстати, тоже с ботами играл год просто. Меня брат заставлял. Ну, то есть меня тоже брат привел в эту стезю. А первого героя вспомните вашего вообще? Думаю, либо снайпер, либо фантомка, что-то такое было. Я играл и в Warcraft, и во вторую доту все время почти с ботами на тролле. Одна сборка у меня всегда, я только на тролле. Просто на тролле бегал. Прикольно. А как вы вообще поняли, что вот Дота станет вашей вот стезей, вы будете играть в нее много, профессионально? Вот в какой момент это произошло? Но я всегда мечтал, чтобы стать типа киберспортсменом все время. Ну, наверное, когда я вот апнул 7-8 тысяч, у меня еще Диман Корбан тогда мне написал. Там, на самом деле, меня уже родители поддерживали. Так что, наверное, это был момент. То есть 8-9 тысяч где-то? Это тебе Ну, было... нет, у меня тогда было побольше, я думаю, уже где-то 9-10, может, 11 даже. Я забыл. Забыл, когда понял, что Дота твоя игра теперь? Профессионально? Или, ну, момент этот не помнишь вообще? Я просто играл, и мне и нравилось, и получалось, и вот когда как-то само приходит, то, что ты такой, да, я хочу этим заниматься, там дальше играть где-то профессионально, как-то этим деньги зарабатывать. А почему ты выбрал именно 4-ю позицию, кстати? Вот ты играешь на 4-ке, ты не играл на других ролях, как я знаю, в других командах. Ты вот на 4-ке играл. Почему именно 4-я позиция? Вообще, сначала я там на многих позициях играл, где-то пробовал себя, там какое-то время на 5-ке долго играл, но понял, что на 5-ке от тебя почти ничего не зависит, поэтому надо выбрать чуть-чуть повыше роль и пересел на 4-ку, там можно и по карте как-то двигаться, интересно там, и линию можно в соло протащить. То есть фармить крипов — это не для тебя вообще? Типа, Нет. А у тебя как, почему кор? Да просто по кайфу. Играл на чем по кайфу. Ну, вот, я думаю, мне больше всего просто нравится либо на тройке играть, либо на керри. Ну, вот и все. То есть на позициях, где можно в соло, в принципе, игру выиграть, наверное, в каких-то местах. Ну, типа того. Но керри в основном, да, выигрывает, типа, ну, может в соло все игры выиграть, поэтому, скорее всего, да. Ты, кстати, апнул 13 тысяч, будучи подростком. Ты ставил себе цель изначально апнуть 13 тысяч и шел к ней? Либо это как-то случайно получилось, ты просто много играл? Ну, на самом деле, мне было все равно, как будто бы. Ну, может, в моменте не все равно было. Может, я хотел когда-то апнуть топ-1, условно, 13 тысяч в какой-то момент. Ну, и типа это я апнул. Не помню, было ли это прям целью, но я больше по кайфу играю. А что самое трудное Особенно было? на паблике. Вот самое трудное было, когда апал 13 тысяч. Вот для тебя. Не срываться на тиммейтов или просто заставить себя играть много? Да, ничего. Ну, изи катка. Ну, я говорю, мне по кайфу было. Всё. Ну, типа, я просто игрок по кайфу. Давайте поговорим про вашу семью. Как она вообще отнеслась к тому, что вы сказали: все, я теперь дотер, буду играть в доту. Я знаю, тебя поддерживала семья изначально, да? И не было вообще никаких проблем. Про Не, ботанику играли? изначально, конечно, О. были. Ну, вот, да. Ну, там и нет оффался. Но я же спать мешал. А, ты ночами играл, да? Да, я ночами тоже. Ну, вообще довольно редко. Ну, в последнее время, там где-то в 8-7, наверное, начал ночами играть, да. Тебя и нет вырубали, и монитор забирали? Да, и ссоры были. Ну, это же база, наверное, вообще для всех. А вот сейчас поддерживают? Сейчас Ну, вообще конечно, да, по-моему, поддерживают. У тебя, Санек, что было? То же самое. Такая же тема? Ни проводов, там, ни интернета. Я думаю, это нормальная реакция родителя, когда там начинает ребенок на учебу забивать, какие-то игрушки играет компьютерные. Они же еще ничего не понимают.
Поэтому поначалу было очень тяжело. А как вот ты совмещал учебу и доту? Вот в какой момент ты перестал, знаешь, много отдаваться учебе и отдаваться больше доте? 8-9 класс, да, там уже как-то я потерял интерес к учебе и больше в доту пересел. Просто там вечерами, там где-то ночами играешь. А у тебя был разговор с мамой, с папой, типа, вот, все, я теперь дотер, вот я тут выиграл это, выиграл то, выиграл здесь, или нет? Или Ну, так? я как-то, возможно, как-то поставил просто перед фактом маму. Она пыталась бороться, но у нее не получилось. Вот. А потом уже, когда какие-то зарплаты начал получать и так далее, ну, она поняла, что это нормальная тема. А у тебя был? Или у тебя брат за тебя разговаривал с родителями? Типа, все, он игрок, он будет игроком, вот, бла-бла-бла. Не, ну брат помог точно, потому что мне разрешали по будням играть, а брат поговорил, типа, ну, когда у меня было 6-9, ну, точнее, 9 где-то тысяч. Ну, вот он, короче, сказал то, что пусть играет по будням. Может, что-то получится. Пытался по фасту домашку делать. Не буду скрывать, просто ГТЗ открывал, ходил на этот, как это там называют, ну, просто дополнительный. Ну, и, в принципе, ну, готовился, типа, все даже по оценкам нормально, типа, на экзаменах было, но просто где-то в 6 часов начинал играть, условно, так. А как ты начал стримить в Азиатском регионе? Расскажи немножко поподробнее. Ты это для себя делал или чтобы тебя заметили? Опять же, с братом поговорили, он сказал, типа, попробуй постримить, купил мне микро, ну и попробовал постримить. Сначала не такой популярный был, но потом что-то произошло, и прям популярность с каждым днем прям гораздо больше становилась. Давайте так, какие качества игрока вы считаете наиболее важными? Вот по 3, если назвать. Ну, блин, там на самом деле много надо. Ну, Давай типа, вот 3 не хватит. Топ-3 выдели, сможешь? Точная уверенность, менталка и скилл. Окей. У тебя, Санек. Упорство. Мгм. То есть нельзя никогда сдаваться, если ты хочешь стать киберспортсменом. Уверенность 100%. Ты вообще весьма стрессоустойчивый парень, как я знаю. Ты такой. Либо не показываешь просто. Не показывай. Не показываешь. Давай добьем 3. Стрессоустойчивость. Все, супер. А вы вообще знакомы давно, как я понимаю, да? Еще вот с Yellow Submarine плюс-минус? Правильно понимаю? Да, да. Как вообще познакомились и как развивалась ваша химия игровая? Может, у вас была, типа, вот, вспомните ваше первое знакомство, что вы подумали друг о друге? Я как-то оказался в азиатском регионе, я там играл, и я попадаюсь с сатаником, получается. И я слышу, просто какой-то ребенок войс кричит там на наге. Не было такого, я на Морфе. На морфее, на А наге. ты на бабке был, я На точно наге помню. в турбо, я помню эту мируню. На Наге в турбо не было такого. Рейтинг Морф, а ты снэп, ты мне зарунил игру просто. Все, не деритесь. Ладно, что вы цените друг в друге именно? Какие качества? Не знаю. Ну, хоть что-нибудь. Ну, чуть-чуть. То, например, в Сатанике может ценить любовь к доте. Ты очень много играешь, по факту. Мы были на турнире с тобой, ты все время, все, пойдем играть, Ярик, пошли паблик, пошли паблик. Ну, Фил довольно спокойный, такой, колет много, инициативы принимает на себя. Вот, круто. Ну, он молодой, он так заряжает энергией. То есть он постоянно что-то там играет, смотрит, ну и адаптируется быстро. Если И бабки какие-то есть зарабатывает еще. Супер. Давайте перейдем к Team Spirit уже, да, поближе. Ваше первое впечатление от команды вообще? И вот эта вся медийная история, как это повлияло на вас? Очевидно, я обрадовался очень сильно. Вообще было супер кайфово, много болельщиков было на арене. Вот очень помню, на ББ-даче прям очень много ребят пришло поболеть. Типа, ну, мне вообще супер кайф было. Типа, меня это заряжало. Но давления, волнения не было почти. Ну, волнение было, но не потому, что все ожидают от меня такого лютого. Ну, типа, я и сам от себя ожидаю, типа, высоких результатов. Я волнуюсь, потому что это что-то новый опыт какой-то, типа, против тир-1. волнений не было, скорее какое-то давление, то, что все-таки тег очень известный, команда сильная, сейчас все поменялось, и надо как-то их места занимать. И тоже надо соответствовать. Ну и в целом там на турнирах тоже не первый раз, поэтому тяжело было немного на лане. Ты вот говорил, кстати, в интервью, что в Spirit нужно постоянно работать, и вы все время думаете о драфтах, говорите о драфтах. Чем именно команда отличается вот это от твоих предыдущих? Вот, то есть ты начал больше играть, скорее всего, правильно понимаю? Может, ты добавил какого-то героя себе в пул? Ну, раньше я мог там играть 20 пабликов в неделю, тут я должен играть 10 пабликов каждый день. Тебя заставляет Диман, да? С указкой. Заставляю. То есть только вот в пабликах или что-то еще, какой-то, может быть, майндсет поменялся у тебя? Ну, ты в целом должен постоянно только думать о доте, как-то размышлять, где-то идеи искать новые, ошибки разбирать. То есть все время твое заполнено дотой. Вы пришли в состав, у нас уже были такие, да, ребятки там, Дэн, Ярик,
Малик, Корбан, чему они вас научили вообще? Вот что самое ценное, самое главное, вы такие, вау, круто, реально. Keep positive or negative, I think. Yo. English, yo. English? Окей, we can talk English. Ладно. То есть быть позитивным, на негативе не зацикливаться. Такая история? Наверное, да. Ну, так всегда. Ну, что, в спиритах, я думаю, вообще негатива нет в основном. На позитивном вайбе двигаемся. Типа обсуждаем много, стараемся импроваться. Научили, что тут как бы все одна команда. То есть все держится на тимплее, там, и в игре, и вне ее тоже. Надо с другом коммуницировать грамотно. Круто, круто. А вот именно ты стоишь с Маликом на линии сейчас, да? Как я понимаю, правильно? Я же разбираюсь чуть-чуть в доте. Раньше ты играл с Касани. Чем ребята эти отличаются друг от друга? Ну, для тебя именно, вот в твоем тимплее. Малик, наверное, где-то больше на линии может сказать, там, колет, как что сделать и так далее. С Касани было там, чуть-чуть меньше коммуникации. Недавно вы уже приняли участие на серьезном турнире в Сербии и Белграде, на Бэб-Даче. А как справлялись с волнением? Я знаю, что у тебя вообще была антистресс-игрушка. Ты можешь про это рассказать подробнее? Часто ли такая у тебя история? Используешь ли ты это, или это был по фану? Это просто по фану. Мгм. Я знаю, ты волновался еще, ты мне говорил во влоге, то, что у тебя волнение было. Ну да, волнение было. Ну, типа, просто это не из-за лана, просто потому что играю против хороших команд. Вот все. Мгм. А как ты поборол его? Что ты делал? Да, просто игра начиналась, уже там фокус на игре был, не на волнении. Типа. Супер. Волнения не чувствовал, но давление, может быть, сказывалось как-то в игре или, может быть, на вебке было видно. Но волнения такого не было, просто вот новая атмосфера, новые люди. Возможно, было не очень легко играть. Я помню момент, я очень сильно расстроился после поражения Бэтбум. Потом пошли на фотосессию. Ну, Фнат реально там зарядили. Поддержка очень чувствовалась, на самом деле. Поддерживаю. Полностью подписываюсь. Все, круто. А вы оба переехали в Сербию. Как вообще вам дался переезд? Что самое трудное было? Вот ты вообще в столь молодом возрасте переехал. Вот. Что было таким прям, знаешь, решающим, трудным в твоей жизни, когда ты переезжал? Переехал 2 года назад. Ничего тяжелого не было, просто жил, не тужил. Я думаю, я гораздо дисциплинированнее стал. Все же 3 КВ условно иногда были. Ну, думаю, это дисциплина бафает, типа. Ну и все. У тебя что поменялось в жизни вообще? Может, есть то, от чего пришлось отказаться, знаешь, с переездом? Нет возможности готовить еду вообще, потому что просто нет времени, поэтому приходится постоянно заказывать, там еще что-то. А так в целом не особо поменялось. Ну да, еда только поменялась, кстати. Еда поменялась? От мамы, да, скучаю. Давайте вернемся к нашей команде. А с какими трудностями вы сейчас сталкиваетесь? Над чем вы работаете на тренировках? Я знаю, у вас есть приколы с коммуницированием, да, с драфтами. Вот эта история. Расскажите поподробнее. Мы работаем над коммуникацией в игре, над драфтами, просто над нашим перемещением, тимплеем. То есть все это стараемся обсуждать, смотреть реплеи и стараемся это фиксить. А что для тебя самое трудное было, когда ты пришел в команду? Ты вот поменял, то есть почти всех игроков своих, да? Остался вот только с Таником. Что самое трудное было? Очень много появилось моих обязанностей там в игре. То есть я должен думать обо всем. Стало больше ответственности. Супер. У тебя что-то поменялось в команде? Нет. Нет? Просто бей крипов, Просто да? хуярим мобов. Кстати, вот у тебя уже рекорды идут, рекорд на рекорд. Как ты научился именно вот так вот фармить? И у тебя какой-то паттерн идеальный есть? Или ты что делаешь для Скрытый этого? паттерн. О, расскажи про него поподробнее. Да не, шучу, нет ничего такого. Просто как почему ты чувствую, фармишь? так и фармлю, Фармишь? да. Ну, я головой еще думаю, куда пойти, чтобы больше денег заработать. Типа. Ну, просто ты смотришь на карту и определяешь, типа, расстояние от одного компа до другого и сколько за него дают. Ну, и все. Это вообще как будто бы нам уже супербаза. То есть это на подкорке уже в тебе, или ты до сих пор думаешь об этом? Или ты уже механически сам все это делаешь? Да, ну, 90% я думаю, это уже на автомате. Бывают моменты, где подумать надо, куда лучше. Хотя не, я, наверное, всегда думаю, типа, куда лучше все же пойти. Я знаю, что тебе теперь меньше можно рисковать, например, да? То есть тебя наказывают за какие-то выходы на лайн, там в топ, если там фармишь долго, тебя могут убить. Об этом что можешь сказать? Да не, меня просто всех героев банят, вот и все. А, да? Да. А более Ну, аккуратно играть? Тебе не говорили ребята там из команды, Алла, надо более Ну, аккуратно? только на ХГ, наверное. Ага. Вот на заход на ХГ. Вот там было много моментов, вот так нет. Ну, типа, я думаю, я и так нормально читаю карту, поэтому я могу и аккуратно сыграть в моменте.
ну и дерзко. А что происходит в команде, когда мнения, например, о драфте расходятся? Либо там в Во время мидгейме? игры или... Вот у вас драфт, и вы такие, блин, давай пикнем этого. Нет, давай этого пикнем. Что происходит в игре? И во время вот мидгейма, может, какого-то. Ну, мы в основном Ярику доверяемся, типа, ну, если вот условно меня выбирать героя, наверное, я должен заколить, ну, больше. Ну, я говорю, на чем я больше хочу играть. Если я согласен с другими, ну, если я, очевидно, я хочу играть на одном, другие говорят, что это лучше, и я это сам понимаю, типа, ну, я говорю, ну, го, возьмем. Потому что не хочу руинить своим героем, хотя я хочу сыграть на нем, но не получается. Последнее слово за Яриком, чаще всего, правильно? Ну, нет. А за кем? Кто решает, вот все, мы берем этого и все? Я и Ярик. Типа, ну, я в моменте могу довериться Ярику, типа, сказать, типа, выбирай, чего больше видишь сам. Типа, я тебе героев назвал, дальше сам выбирай, чего больше видишь. Или, ну, в основном я сам себе выбираю героя. Я просто отдаюсь Ярику полностью, и он уже сам принимает решение, выбирает героя, кого он хочет. А у тебя бывает такое, то, что ты видишь, вот, например, бабка здесь очень хороша, и ты это прям колешь? Или ты такой, ну... Ну, я просто обычно... Какой-то один герой редко бывает, очень залетный. Ты обычно вкидываешь просто в 3, и там уже Ярик сам выбирает, кого он хочет, как он видит драфт. А не было такого, то, что хочешь одного героя, Ярик говорит, нет, ты будешь играть на этом, ты такой, ну ладно, блин. Но тут демократия, поэтому если я на каком-то герое не особо хочу играть, мое мнение учитывается. Все, окей, все, понял. Есть ли у вас игровые цели какие-то в доте? Например, вот на next сезон, да, который вот сейчас начнется после Таиланда, Бангкока. Какие цели вы себе ставите? Я просто хочу выиграть в доту. У тебя нет именно там выиграть инт, выиграть 3 мажора. Не, если я ограничений не ставлю. Просто выиграть доту. Просто выиграть доту. Круто. Ну, по фальконам, каждый турик. Выигрывать, Ну, было бы круто. 15 мажоров и 5 интернешнлов. Покирит еще? Не, это сильно. Отсылочка. Я надеюсь, у тебя все получится. Как вы оцените сейчас современную доту? Что вам хотелось бы изменить, добавить? Вот вообще, вот, если об этом говорить. Ну, лично как кору я хочу, чтобы удалили пул пачек в доте. Ну и гиты, ну, я думаю, все понимают прошники, что надо сделать их с какой-то минуты. Ну и все. Чтобы ребята на 3-й минуте к тебе не приходили, да, стопа? Ну да, это даже сапы говорят, типа, ну все прошники, я думаю, понимают это. Ну и хардкоров, конечно, чуть подапать. Было бы неплохо. Ну, я бы хотел, чтобы мета четверок поменялась. Как-то уже застоялись одни герои, и вот хочется немного других, чтобы разбавилось немного мета. Ну, кого, например? Марфа четверку, чтобы баф. Так его вернут просто как вот был месяца, сколько там, полгода назад? Чтобы бафнули, вот все брали его. Манки Кинга четверку. Я хочу, чтобы мета Shadow Демона исчезла, чтобы его просто не было уже. В игре? Потому что он почти всегда либо в бане, либо в пике. Ну, как и Нага, но Нага это больше пятерка. Но вот Shadow Demon, он уже тоже сидит в бане круглосуточно. Уже надо его удалять. Я знаю, что раньше Ятора в команде колил очень часто, в мидгейме, да? То есть драки, не драки. А как сейчас это происходит у вас? Колешь ли ты? Или кто-то колет другой? Или вы просто все вместе толпой как-то? Да, думаю, мы все вместе колем. Ну, типа, я бы не сказал, что я прям часто колю. Такого нет. Думаю, мы все вместе колем, когда видим момент. Ну, вот слушал TeamSpeak, как будто Дэн больше всех колет. Да, Дэн еще больше всех колет. Давайте перейдем к анализу игр, вообще ваших, не ваших. Как вы часто это делаете? И на что вы обращаете внимание, когда смотрите? Мы анализируем, как играют противники и как мы играем. Типа, когда можно было активнее сыграть, пассивнее. Мы сидим впятером, нам показывает коуч, что можно было сделать лучше. И как играют враги. Ну и все. На этом все. А ты смотришь свои демки других четверок, например, что-то для себя замечаешь? Я смотрю другие демки обычно, когда если какая-то линия интересная, то есть там, например, сложный матчап, если другой после 4 игрок выиграл, я иду смотреть, там, как он делал, как закупался и так далее. Свои там тоже смотрю, если мне, например, не понравилось там пару моментов, хочу их еще раз посмотреть, что я мог сделать лучше и так далее. У нас Диман Корбан разбирает репки, показывает, что надо было сделать, когда мы ошибались, ну и анализирует демки врага. Так что Диман респект. Кстати, вот он первый раз был коучем на даче. В чем вообще состояла задача? Что он делал? То есть я знаю, он на драфтах что-то там вкидывал вам иногда, типа, не забудьте. Вкидывал и ауру просто чемпионскую создавал. Помогал? Да. Тебе, Фил, он придавал уверенности? Конечно, моральная поддержка постоянная. Чувствуешь себя уверенного человека у себя за спиной, начинаешь играть лучше. Давайте закончим, наверное, таким вопросом. А что вы вообще делаете в свободное время? У вас оно есть? Вот сейчас, например, у вас 5 дней перерыва будет. Что вы будете делать? Смотреть боевок, играть в доту и гулять. Если не играть в доту, то, наверное, играть в какие-то другие игры, там,
абсолютно разные, там, от какого-то дедлока, там, до можно РПГ, просто развеяться. Скорее всего, пойду гулять, может быть, по магазинам пройдусь в Сербии. Как вообще вам Сербия, кстати, вот? Оцените по 10-бальной Сербии, Белград. Кайф. Хорошо, нормально. Спасибо всем, друзья, за просмотр. Это был наш первый медиадень, наш первое интервью. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Болейте за Team Spirit.